Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, это Польза.нет Live, основной канал Польза.нет. И сегодня, пока мы будем идти вот туда, я расскажу вам о смартфоне под названием Vivo X100. Насколько он хороший, есть ли смысл вместо него брать X100 Pro. И, в принципе, как у него снимает модуль основной камеры, вы сейчас благополучным образом видите. Так же, как слышите, как работают его родные микрофоны, смарт-чехле. Он у меня на селфи-палке, притом она жесткого типа, то есть никакой стабилизации, как в DJI, нету. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, написать в комментах, что вы еще хотели увидеть на обзор. И напоминаю, что выборка, то есть быстрые обзоры одним кадром, где я просто рассказываю о смартфоне в движении, используя его основной модуль и его микрофоны для съемки, на канале уже довольно большая. И Pixel 8 Pro под дождем был у меня, и Xiaomi 14 Pro под дождем, и без дождя, и в разных условиях обстановки. Ну, плюс-минус всегда зелено, чаще ветрено, но до ветрено мы еще дойдем. Напоминаю, меня зовут Саня, не забудьте подписаться на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Ну а теперь начнем. Смотрите, по упаковке у Vivo все всегда шикарно. Но она становится чуть-чуть проще, чуть-чуть. То есть, если вы помните 80-е серии, там был перфорированный картон под кожу. Здесь все намного проще. С одной стороны, с другой стороны все есть. Чехол простой, прозрачный, убогий. На 120 Вт зарядка. Притом Vivo X100 Pro. Зарядка на 100 Вт. И не спешите выключать этот ролик, если вы планировали брать Vivo X100 Pro. У них одинаковые процессоры 9300, медиатековские. У них одинаковые экраны со 120 герцами. Может быть, разрешение там какое-то магическим образом окажется другой в X100 Pro. Но то, что я читал и смотрел, оно было то же самое. И в целом, если вы планируете приобретать подобный смарт, то есть смысл посмотреть именно на него, а не на X100 Pro. Почему? Потому что, беспроводная зарядка в X100 Pro есть, но зарядка проводная медленнее. Хотя у него батарея побольше, у X100 Pro. Здесь она поменьше. Ну и зарядка здесь за 34 минуты. Так, запомнили? У нас комплект: зарядка, кабель питания, убогий чехол, смартфон и ключ для извлечения слота под сим-карту, не считая там макулатуры различной. По поводу смарта. У нас здесь физически, к сожалению, закругленный экран. И я его уже гонял в Твиче, в онлайне, в PUBG. На этом канале уже есть запись, можете посмотреть по ссылке в описании, как он вывозил. У него, во-первых, идет лог по графике на PUBG. Во-вторых, да, 90 FPS он держит, в 1080p 30 FPS он стримит. Но вопрос дня с ним конкретно у меня в том, что графика получается сброшена, яркость у него 1000 люксов, если без автомата, а просто максимальная. Напоминаю, что у самого дешманского iPhone 15, который я буду сегодня сравнивать, который в принципе дороже на, получается, 30%, у него 1400. И если говорить о играх, мне было неудобно из-за его тача. То есть тач у него отрабатывал, по мне, довольно убого. Вы можете с этим делом согласиться, можете не согласиться, если он у вас на руках. Но если вы не играете, вы это не почувствуете. Подтверждение тому было Antutu. В Antutu это дело благополучным образом, когда ты тест мультитача делаешь, сначала дал 5 пальцев, потом 6, и очень 10 было сложно проверять. Плюс то, что экран не прямой, а со скошенными краями, мини-водопад такой. Играть реально ложных нажатий много, играть неудобно, может быть, с прошивкой они как-то это дело допилят. Из недостатков сканер отпечатка пальцев работает, по мне, нехорошо. То есть, скажем так, каждый 5-й раз не получается провести. Второй момент, если говорить о каких-то физических особенностях. Датчик приближения работает хорошо, рамка металлическая,
Инфракрасный порт есть, мини-джека нет, что неудивительно. По поводу всяких защит от влаги увидите в основном ролике, есть или нет. Напоминаю, если она есть, я его топить буду. Напоминаю, что из того, что у меня утонуло, это iPhone 14 Pro при таких тестах и Samsung Galaxy Flip 5. Притом никакие там Xiaomi 14 Pro или 14 или еще что-то у меня ни разу не тонули. Ну, у кого-то из блогеров тонули они. То есть под то, чтобы плавать в бассейне, не покупаем. Чтобы вы понимали, до какой степени защита от влаги все сложно. Но у меня GoPro 11 недавно утонула. Я не собираюсь по поводу этого делать обзоры, шорты или еще что-то, но факт остается фактом, что идеальных вещей не существует. Так вот, Pro Smart. Сейчас работает его основной модуль. Вот сейчас он снимает против солнца, на ультраширик 4К 60 FPS не перейти. Все исходники сможете потом у меня взять в телеге. Вот сейчас я отключаю режим усиления голоса. До этого мы ходили с режимом усиления голоса. И да, мы сейчас увидим благополучным образом, как там, скорее всего, будут что-то взрывать. Так вот, переходим к дальше. Процессор. Процессор MediaTek Dimensity 9320, такой же, как и в Vivo X100 Pro. И по большому счету он выбивает почти 2 миллиона баллов в Antutu. Очень быстрая память внутренняя UFS 4.0. К сожалению, убогий Type-C-шник. То есть у нас не 3, Gen 1. К сожалению, фронталка у нас не 4К. То есть по этой причине мы как раз и не можем переходить. Сейчас мы бы могли переключиться с 4К 60 FPS на ультраширик. Точнее, на фронтальный модуль. Но мы это не можем сделать, потому что фронтальный модуль 4К 60 FPS не поддерживает. Если бы я снимал одним кадром в 1080p 60 FPS, то смог бы это сделать. Такая функция поддерживается. Тоже касается и ультраширика. На ультраширик, повторяюсь, я перейти не могу, зато могу перейти правильно на X3, потом X5, и, ну, это максимум. По переключению на всякие телевики здесь все нормально. Никаких странных вещей, как у переключения на телевика у Xiaomi 14 Pro, что в фоторежиме одно, в видеорежиме другое, в рекламе третье, здесь нет. То есть все отрабатывает адекватно. Если говорить про процессор, сказали, про внутреннюю память сказали. Две физические симки завести можно, так как это китайская версия, а не глобальная, то eSIM здесь, разумеется, нет. По бендам 7 есть, по-моему, 20 нет, но я буду перепроверять еще раз перед основным обзором, так что перепроверяем. По картинке он красит. Какие бы фильтры вы не использовали, фотографии красятся больше контраста, чем должно быть, и некоторые цвета он вытягивает, делает более яркими. В сравнениях можете скачать с iPhone 15, он не везде выигрывал. По поводу фото, каких-то специальных штук, я делал очень много снимков, называется моментальный снимок в обычном обзоре, и в телегу скину, они хороши, то есть ты можешь ехать, и он довольно хорошо срабатывает. Ночные снимки тоже хороши, но нужно ждать секунды 2. У айфона притом секунды 3-4, если ты делаешь ночной снимок в тех же условиях iPhone 15. По микрофонам сами все слышите, по вспышке то же самое. Если говорить про оболочку, у меня дежавю, потому что до этого я тестировал Vivo Y100 или Y100, и по большому счету то же самое. Что мне не нравится в оболочке? Во-первых, здесь по звуку стерео, но ощущение чуть-чуть полуторки есть. Второе, вибро не такое топовое, как хотелось бы, плюс оно не настраивается точечно. Третье, у меня нет эквалайзера в нем, может быть, у кого-то кто-то где-то как-то нашел. И от смартфона, разумеется, только положительные эмоции, он очень крутой, но нет ощущения, что что-то новое они сделали после 80-й линейки, 90-й линейки. Ты получаешь 100-ю, и может быть это как раз причина в том, что я оставил себе 15-е яблоко, купил его и сравниваю все флагманские андроиды с этим устройством для того, чтобы понять для себя, что лучше, ну и, соответственно, увидели вы. Вот без сравнений картинка сейчас для вас прям сочная, волшебная, микрофоны топовые и все остальное. По микрофонам, скорее всего, так и останется. Вот по поводу всего остального, я уверен, что у вас будут вопросы после того, как я выгружу основной обзор. По автономности все печально. Почему я рассказывал вам про PUBG? Это самый прожорливый смартфон, который я видел. Во-первых,
Стресс-тест он заваливает по полной программе. Если Solar Bay смотреть, стресс в 3D Mark, то там вообще 30% устойчивости. Если я не специально против солнца встал, вот сейчас стану так, чтобы солнце било мне в лицо. А если говорить про прожорливость, вы ощутите 34% при игре в PUBG в час. Это прям люто. Понятно, что он не сбрасывает яркость практически, то есть он сбросил до 8 сотен люксов, и это чуть-чуть меньше, чем Poco F5 Pro в стоке на максималке. Это хорошая яркость, ты можешь играть в любых условиях, это кайфово. Но мы помним, что, напоминаю, в PUBG он взял и обрезал графику, и по мне это какой-то плохой лайфхак. Я смартфонов такой стоимости, которые говорят в PUBG, что 90 FPS и низкая графика и никакой HD, я еще не встречал. То есть это вот просто они так решили сделать, чтобы смартфон, как говорится, не перегружать. А про остальные какие-то особенности. В руке лежит удобно. И пока высказался, понял, что до какой степени из-за процессора Smart не идеален. Почему? Потому что GPS, хотя 1 метр, работает не очень. Я его использовал уже как навигатор. Если говорить про оболочку, она волшебная, но я говорю, есть определенные недостатки. Это нет эквалайзера, нет хорошей настройки вибро, которая само по себе не является суперским. И то, что модуль здесь, получается, будет у нас отличаться от модуля Vivo X100 Pro, ну, что-то я сильно сомневаюсь, что особо разницы мы от этого увидим. В целом, еще раз повторяюсь, подпишитесь, пожалуйста, на этот канал, поставьте лайк этому ролику, напишите в комментах, чтобы я продолжал, потому что хочется мне покупать все смартфоны, пока у меня это удается. Если на этом канале будет больше отклик зрителей, то я буду покупать больше и рассказывать вам больше. И повторяюсь, для хейтеров или еще кого-то. Как бы вы ни относились к тому, что я сейчас говорю, как бы вы ни относились к результатам моих тестов, факт остается фактом. Вот на этом канале вы можете увидеть просто бешеное количество блогеров, именно вот меня, не каких-то там 54 блогера, как у народа работает на каналах. Одно и то же лицо, разные смартфоны. Да, иногда разные условия, но солнце плюс-минус такое же, зелень такая же, поэтому можете сравнивать и с другими девайсами. И по мне, более простого, тупого и элементарного теста не найти для смарта в плане съемки. То есть вот он, основной модуль. Если говорить про игры, то же самое, более тупого и простого и одинакового для всех теста, как в PUBG, тоже не найти. То есть первый тест, я считаю, что он провалил, 34% PUBG, это не игровой смартфон, тач работал плохо. Второй тест он по-любому не провалил, потому что я уже смотрел, уже видел, как он снимает, но по сравнению с Яблоком я не буду комментировать, решать вам, мое мнение не важно. Важно, чтобы вы увидели сравнение и решили для себя, что лучше, что хуже. А почему с самым душманским яблоком? Потому что андроиды все равно плюс-минус одинаковые. То есть они пытаются ему соответствовать, этому яблоку. Мое субъективное мнение. И иногда у кого-то получается почти, у кого-то почти не получается. Девайсу от меня однозначно да. Цену можете посмотреть по ссылке в описании. Я не думаю, что она сильно поменяется. Полный обзор будет завтра на основном канале. Добра и удачи вам, дорогие друзья!